Сегодня 29 сентября и всех приветствуем из Одессы. Всем привет из Одессы. Приехала сегодня на Таирова, на Глушко, в мастерскую по ремонту чемоданов. Сейчас вместе с вами туда пойдем и расскажу, что же произошло. Представляете, пока переключала камеру, чтобы с вами поздороваться, просто с вот этого дерева упала вот такая огромная ветка. Сейчас достаточно сильные порывы ветра, поэтому нужно быть осторожным. Сразу иду, видела агентство недвижимости, и вот можно посмотреть, какие сейчас квартиры продаются и в какую цену. Я вижу старый жилой фонд. До 30 тысяч долларов можно купить квартиру в старом жилом фонде. Вот даже радужные, это новые, относительно новые дома, и однокомнатные квартиры 40 квадратов 30 тысяч. Цены на квартиры упали немного. Давно здесь не гуляла, хотя когда-то жила в этом районе. Конечно, предприниматели не стоят на месте, и пооткрывалось много новых магазинов, новых кафе. В общем, несмотря на войну, жизнь продолжается. Арбузики еще продают. Цена немножко подросла, они были по 15-18 гривен за килограмм. Ой, были по 15 гривен за килограмм, а сейчас цена выросла до 18 гривен. Ну, уже сезон практически закончился для арбузиков, поэтому понятное дело, что так произошло. В Макдональдсе всегда очередь. В какое бы время суток вы бы в него не приехали, всегда здесь очередь из автомобилей. В последнее время у нас стало очень и очень неспокойно. Участились обстрелы города и Одесской области. Сегодня у всех одесситов была неспокойная ночь, потому что на город была атака дронами, атака шахедами. И сразу писали все знакомые, особенно те, которые живут возле моря, что спускались в паркинги с детьми, потому что были достаточно сильные взрывы, дроны сбивали, это все очень громко, это пугает. Плюс над домами, когда летают беспилотники, понятное дело, что страшно каждому человеку. Уборка в городе наводят красоту. Слушайте, все такое зеленое после дождей, такое чувство, что лето только начинается, а не уже осень. И в целом заходишь в новости, и тебя охватывает просто какой-то ужас, потому что ежедневно обстрелам подвергаются большое количество городов Украины, есть пострадавшие, есть погибшие. И, конечно, когда читаешь такие новости, то вообще не понимаешь, что будет в будущем, что с тобой будет завтра. Как говорят, нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Многие знают, что достаточно долгое время мы проживали в Польше. Поэтому, когда мы уезжали, у нас было много чемоданов, и они были перегружены, очень тяжелые. И, соответственно, у некоторых отрывались ручки. Мы приехали, сложили эти чемоданы, и долгое время ими не пользовались, уже забыли, что нужно починить. Один починили, а второй остался. И сейчас, в связи с последними событиями, поняли, что надо доставать и чинить все. Сейчас те, кто проживает в Украине, вообще действительно не понимают, что может произойти в любой день. Поэтому каждый должен быть готовым, потому что все уже знают, как за один день может круто измениться наша жизнь. С чемоданами все понятно. Нашла я нужный сайт, на котором можно приобрести нужную по размеру ручку для чемодана и сделать замену. И сейчас приехала в этот магазин посмотреть, что да к чему. Может, кому-то тоже нужно будет такое сделать, поэтому обязательно с вами поделюсь. Вот это остатки ручки. Сейчас покажу, какая она. Она сломалась просто во многих местах. Так, остановилась тут на лавочке. Сейчас вам покажу, какое у нас лего получилось из ручки. Посмотрите, настолько был загружен чемодан, что вот так вот
сломалась ручка. Но сейчас зайду в магазин и посмотрим, что они смогут мне предложить. Так, это место с интернета я нашла. Вот оно. И надеюсь, мне здесь помогут. И что вы думаете? Облом. Я нашла сайт в интернете с ручками. Там было написано вроде бы, как можно подъехать и выбрать себе необходимую. Думала, что сама ее прикручу, потому что раскручивала ручки, и это было достаточно легко. Но нет, это не магазин, это мастерская, и сюда нужно приехать с чемоданом. Они на месте ставят ручку. Это стоит в районе 300 гривен за одну с работой. И потом с чемоданом возвращаться домой. А если хотите приобрести ручку отдельно, то нужно ее заказать просто на сайте. Так, нашла пешеходный. Сейчас с вами перейдем дорогу на рынок Киевский. Я раньше жила на Таирова и часто здесь покупала продукты. Поэтому все здесь знаю. Кстати, с начала войны первый раз иду на Киевский рынок. Всегда здесь был хороший ассортимент. И овощей, и фруктов, и мяса. Сейчас уже здесь при входе цветочки стоят. Такой ветер сегодня неприятный. Ну, слушайте, 4 часа, а людей все еще много. Смотрите, столько людей после работы. Все пришли за продуктами. Помидорки, огурцы, капуста, облепиха. Здравствуйте, а почем облепиха у вас? 350. 350. Это коробочка, да, или килограмм? Нет, килограмм. А, хорошо, спасибо. Я много лет на Киевском именно в этом месте покупала тыкву. Она здесь реальная, просто как нарисованная, как с картинки. Посмотрите, какая красота. А вот какие-то маленькие декоративные тыквочки. И здесь ценник на них прям написан на шапке. 180-200 гривен их стоимость. Спасибо большое. Ой, я люблю киевский рынок. Здесь очень приятные все продавцы. Смотрите, я решила купить очень вкусную такую красивую тыкву. Всегда беру у парня. Сейчас 65 гривен килограмм. Просто прелесть. Смотрите, какая она оранжевая. Смотрите, грибы маслята сейчас продаются. Деньги у нас все есть. Девушка, съемка платна. Я вам рекламу делаю. Так что короче, не имеет. Так, видно, что сейчас сезон тыквы и такие осенние уже осенняя атмосфера на рынке. Здесь стоит автомобиль, который очень просит Лилю, чтобы его помыли. Лиля, помойте, пожалуйста, автомобиль. Таких лесных орехов мы в Польше хоть наелись. Сейчас уже вижу, позавозили и на Киевский рынок, потому что летом как-то я их не замечала, а сейчас уже появились. А это миндаль. 250 гривен за килограмм. Люди из сел привозят свои продукты на рынок. И мы этому рады, потому что можно купить большое количество натуральных продуктов. Я без вас, не переживайте. Ні, я все розумію. Ми як попадемо, то нічого. Подумаєш, може нас хтось... Ми своїм трудом його робимо, це не то, що ми його... Перший день получили халву. Да? По чому халва? 25. Опа! Ой-ой-ой, боже, мед.
Арбузы закончились, сейчас начался сезон слив, груш и, конечно, винограда. И этого всего очень много на рынках города. Каких хочешь сортов, все это вкусно. В этом году немножко подорожало, но понятное дело из-за чего. Де ваші раки? Просто в полки валятся от продуктов. Сегодня на Кийском можно было сделать качественный, вкусный, такой сочный базар. Но мне нужно еще ехать по делам, я с продуктами не поеду. Купила только тыкву, которую я смогу оставить у себя в сумке. Радует, что в городе, в стране много вкусных, натуральных и качественных продуктов можно найти на рынках. Это очень важно, потому что некоторые люди думают, что в Украине нечего есть, но, слава богу, с этим пока все хорошо. Кто-то не хочет идти на прогулку. Какая фигурная женщина. Предлагает чебуреки, пирожки. Здесь так пахнет. С такой рекламой невозможно не зайти. Если еще такой продавец в реальной жизни, то спрос на чебуреки здесь очень хороший.